Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы будем делать домашку по седьмому уроку. Сразу скажу, что я перед уроком уже сделал некие первичные настройки, то есть подключил все теги, которые потребуются мне для работы, и создал все, что мне нужно в HTML, чтобы на уроке не тратить на это время. В первой задаче мне нужно было создать две переменные. Переменную e1 со значением 3 и переменную f1 со значением 5. Мне нужно вывести на экран в наш дивчик out1. Это вот этот div, я его вот так вот подключил, и вот здесь я его вот так вот создал. И в этот div мне нужно вывести результат суммы двух переменных. То есть я написал inner.html, что значит то, что я буду выводить это как текст, то есть в текст нашего дива. Сделаю это математическое действие, в результате которого я увидел на экране 8. В задаче 2 мне нужно создать также две переменные. Переменная e2 со значением 3 строкой и переменная f2 со значением 5 числом. После чего точно так же вывести их в качестве текста на экран. Я пишу наш out2 inner.html и делаю нашу математическую задачу, ту, которая требовалась по задаче. Это мне нужно e2 плюс f2. В результате я получил 35. То есть, заметьте, здесь у меня не было 8, было 35. Это потому, что у меня e2 это строка, и если у нас слева от плюсика есть строка, будет происходить склеивание строк. То есть левое выражение плюс правое выражение, из-за чего в итоге я получил 35. В следующей задаче мне нужно создать две переменных e3 со значением 3 и вторую переменную f3 со значением hello. Ниже точно так же это нужно вывести на экран. Но когда мы будем выводить, мы должны e3 умножить на f3. Как только я это пропишу, я на экране увижу такое слово, как none. Напоминаю, что означает none. None означает, что в процессе преобразования в число оно числом быть не может. И если мы будем рассматривать эту запись более подробно, то мы вспомним, что оператор умножения в программировании выполняет сразу два действия. Первое – это он преобразовывает левое и правое выражение в число. И это говорит о том, что когда мы будем преобразовывать в число слово hello, оно даст ошибку. Но ведь и правда, hello это не цифра, нет такого числа. И JavaScript не поймет, как это сделать, из-за чего выкинет ошибку. По итогу на экране я увижу none. В задаче 4 нужно точно так же, как и в прошлых, создать две переменные. Переменная e4 со значением hello и ниже другая переменная f4 со значением master. Ниже мне нужно взять нашу переменную out4, то есть дивчик, и в него в качестве текста вывести e4 плюс f4. В результате я увижу, что у меня получилось hello master. Если я хочу разделить эти слова, чтобы они писались отдельно, мне нужно вот сюда поставить пробел. Как только этот пробел появится, он появится и визуально на экране. Не забывайте, пробел это тоже символ. Если мы хотим, чтобы он был, нам нужно его добавить. Сам по себе он не появится. В задаче 5 нам нужно при клике на эту кнопку выводить на экран слово мастер.
Для этого первоначально мне нужно было создать в HTML верстку, но я ее уже заранее сделал, вот она, и подключить все эти теги в JavaScript. Я это точно так же сделал. Также законнектил функцию с нашей кнопкой. Решение этой задачи я буду писать в теле функции. Значит, мне нужно вывести на экран. То есть мне нужно положить какой-либо текст в div. В какой div я буду класть? Я буду класть в этот div, в out5. Значит, пишу out5 inner HTML равно слово мастер. По итогу, как мы видим, с самого начала слова мастер нет. Но ведь и правда, я же еще не кликнул по кнопке. Как только я по ней кликну, слово мастер появится. В задаче 6 мне нужно создать уже input и кнопку. И при клике на кнопку нужно выводить в консоль текст, который я вписал в это поле ввода. Ну, то есть я написал Алекс, нажал на кнопку, и тут должно появиться Алекс. Для этого я точно так же первоначально создал уже всю верстку. Вот она, для задачи 6. И подключил все теги, которые мне потребуются. То есть я подключил input и кнопку, сделал функцию и связал функцию с кнопкой. Решение точно так же буду писать в теле функции. Я создам в теле функции переменную v6, в нее присвою input, а у input возьму такое свойство, как value. После чего ниже законсолю нашу переменную v6. Когда я буду вводить сюда какой-либо текст и нажимать на кнопку, в консоли я буду видеть тот текст, который ранее вписывал в это поле ввода. Если я текст поменяю на Роберт, к примеру, и нажму еще раз на кнопку, будет, видите, уже другое значение в консоли. Для задачи номер 7 мне потребуется input, div и кнопка. Они у меня уже есть в JavaScript, и я могу сразу начинать свой ответ в теле функции. По задаче, когда я вписываю какой-либо текст в поле ввода, в этой седьмой задаче, он после клика должен появляться ниже. Хорошо. Значит, я первоначально получу тот текст, который пользователь вводит в поле ввода. Это я для этого сделаю переменную v7 и в нее присвою наш input, а именно у него такое свойство, как value. И ниже на экран выведу с помощью нашего дивчика out7 и его inner HTML. При такой записи, когда я буду вписывать какой-либо текст в поле ввода и нажимать на кнопку, текст будет появляться и при повторном клике заменяться. Но по задаче заменяться он не должен. Нам нужно сделать так, чтобы он добавлялся к старому. Если нам нужно сделать именно добавление к старому новое, мне эту запись нужно написать немножко по-другому, чуть сложнее. Для этого я скопирую вот это вот значение и скажу следующее. Возьми старое значение, к нему добавь новое и отобрази это в нашем дивчике. И уже в такой конструкции, когда я что-либо буду вписывать в наш input, оно будет сначала показываться, но при повторном клике будет добавляться. Могу поменять текст на Роберт, и точно так же будет добавляться. Это говорит о том, что мы задачу написали правильно. В задаче 8 нам точно так же потребуется input, div и кнопка. В самом теле функции мне нужно прописать решение следующей задачи. По нажатию на кнопку нужно выводить на страничку то, что мы ввели в поле ввода. И также нужно добавить очистку этого поля ввода. Ну, то есть я напишу сейчас какой-либо текст вот сюда, Алекс, и нажму на кнопку. И при клике этот текст должен отобразиться ниже, то есть вот тут вот.
и сам текст из поля ввода должен пропасть. Начинаю решение с того, что мне точно нужно сделать, а именно мне нужно получить данные из поля ввода. Для этого создаю переменную v8 и в нее присваиваю input наш, а именно у инпута беру свойство value. Далее нужно вывести на экран, значит я беру наш дивчик out8 и говорю, что в его текст я добавлю то значение, которое у нас было в поле ввода. После чего оно будет уже работать, то есть я вписываю текст, и наш текст добавляется ниже. Но очистки инпута еще не произошло. Если я хочу добавить очистку инпута, то мне нужно будет вот сюда, в тело функции, добавить еще одну строчку. Я беру наш input, беру его свойство value, то есть тот текст, который пользователь ввел, и говорю, что теперь твой текст равняется пустой строке, то есть пустоте. И в таком варианте, когда я буду вписывать сюда какое-либо слово, при клике, видите, оно из поля ввода удалилось и ниже появилось. Именно вот этот момент для вас новый, поэтому задача 8 считается более сложного уровня. То есть ее, скорее всего, решат не все. Но если вы ее решили, вы большие молодцы. Для задачи номер 9 мне потребуется уже два поля ввода, два инпута. Я их точно так же первоначально подключил. И если мы хотим посмотреть на них в HTML, то вот они у нас. Вернемся в JS, и здесь мы делаем следующее. По задаче нам нужно взять текст из первого поля ввода. К примеру, я там написал слово Алекс. И при клике это слово перенести из первого поля ввода во второе, чтобы оно вот так вот появилось. Решение этой задачи я также буду писать в теле функции. Для этого первоначально мне нужно получить наш текст из первого поля ввода. Для этого создаю нами уже знакомую переменную, и знакомую строчку. Беру input первого поля ввода, а именно у инпута беру value. Далее нам нужно отправить данные из первого поля ввода во второе. Для этого я прописываю то поле ввода, куда мне нужно отправить данные, а это input 9.2, и говорю, что я в твой текст запишу значение из другого инпута. И после этой строчки задача была выполнена верно. Когда мы его проверим, я в первое поле ввода впишу какой-либо текст и нажму на кнопку. Мы увидим, что текст успешно был перенесен. Это говорит о том, что задача выполнена верно. Для задачи 10 мне также потребуется два поля ввода. Вот, я их точно так же подключил. Ответ буду писать в теле функции. Пользователь будет в первое поле ввода вводить имя, во второе возраст. По нажатию на кнопку нам нужно отобразить на экране hello, имя, возраст. Хорошо. Я вот сюда буду вписывать имя, ниже буду возраст писать и нажимать на кнопку. После клика вот здесь визуально должен увидеть следующее. Hello, Alex 10. Это решение мы начнем с того, что получим все значения из наших полей ввода. Хорошо. Я сделаю в теле функции переменную v10, 1, и скажу, что ты берешь свои данные из первого поля ввода. Для второго поля ввода сделаю точно так же. Ниже мне нужно будет выводить на экран эти значения. Значит, я, если вывожу на экран это in.html и говорю, что у тебя будет слово hello плюс имя из первого поля ввода плюс возраст из второго поля ввода. При такой записи, когда мы начнем тестировать, я напишу сюда Алекс, тут вот циферку напишу и нажму на кнопку, у нас визуально оно уже отобразится. Но весь текст слит. Видите, он склеился между собой.
Если я хочу его как-то разделить, мне нужно добавить пробел. И его я добавлю вот сюда. Но этот пробел сделает мне расстояние только между hello и именем. Если я хочу добавить еще какое-то расстояние между именем и возрастом, мне пробел нужно точно так же добавить вот сюда. Этот момент тоже трудный, и его не все решат. Визуально пробел между именем и возрастом будет выглядеть вот так. Я ставлю пробел вот таким образом. То есть это строка и внутри один пробел. Вот он. Визуально, когда я буду это проверять, теперь напишу Алекс, какой-то возраст, кликну по кнопке, мы увидим, что все пробелы уже есть. Вот это называется склеивание строк, когда мы одну строку приклеиваем к другой. Если разбирать эту запись более детально, к примеру, я в первое поле ввода ввел слово Алекс, во второе 10. Первым этапом у нас будет выполняться вот это. Hello плюс Alex. Визуально это будет выглядеть вот так вот, где hello плюс Alex. По итогу я получаю вот такую строку. Дальше это новая строка плюс пробел. Точно так же оно склеится, этот пробел добавится к нашей строке. После чего останется только 10, и 10 точно так же склеится. По итогу я получу hello пробел Alex пробел 10. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.